Welcome. Всем привет. Ребят, я не думал, что доживу до этого момента, но скажу, это, мать его, 4-й ОВЦ, который я для вас комментирую. Мы помним, мы, не знаю кто, я уверен, что процент аудитории от 2018 года остался очень маленький, но даже если таковые имеются, то наверняка помнят те замечательные финалы. Иногда некоторые были фиговые, к примеру, финал вроде как 2019 года, где США выиграл 5-0 у Южной Кореи, ой, 7-0, извиняюсь. Но нам этот ОВЦ подарил не менее замечательный матч, один из лучших матчей за всю историю. Как я считаю, это матч между Великобританией и Южной Кореей, где дело все дошло до тайбрейка, и неоднозначно было, кто выиграет. Этим, собственно, и был интересен этот матч. Также матч 2018 года, Великобритания против США, где, казалось бы, Великобритания сможет выиграть у США, учитывая то, что они в гранд-финале забрали первую карту, и на второй карте, не пошло немножко, не дотерпели. Они также боролись, но не дотерпели. От 2018 года ОВЦ тоже был довольно-таки близкий. В отличие от 2019, где США в сухую всех выиграли. Естественно, 2020 год, как мы все с вами помним, я думаю, тут уже большая часть аудитории, которая со мной смотрела ОВЦ 2020 года, вспомнит. То же самое произошло. В плане того, что две команды эти уже были в гранд-финале прошлого года. И у нас, грубо говоря, повторяются команды в этом году. Но вот повторится ли результат, это мы с вами узнаем через 5 минут, друзья. Так что запаситесь терпением, и мы с вами увидим скоро этот матч. Пока что давайте начнем немножко издалека. А именно с начала этого ОВЦ 2021 года. Мне интересно, почему я не увидел в трайаутах Казахстан. Это первый момент. Второй момент — это украинская команда, которая в 2020 году себя показала просто феноменально, но в этом году не поперла. Из-за ряда причин. Из-за того, что попалась на двух довольно-таки серьезных соперников. То есть там ни Уругвай, ни так далее. И это на самом деле все вроде как влияет от квалификации. Из-за этого они, собственно, и выбыли. И, конечно же, Россия. Тоже на Россию было много надежд, потому что в 2018 году ребят себя неплохо показывали. Да и на самом деле в этом году себя неплохо проявили, потому что не было такое, знаете, последнего ОВЦ, то есть Россия, помню, выбывала с счетом 6-1, или там вообще в сухую вроде не проигрывала в последнее время, но разгромные счета были у нашей сборной. Но при этом в этом году они выбыли против Австралии, которая как бы считалась не то чтобы сильной, но довольно-таки грозным соперником. То есть можно было ожидать что угодно от них. И против Австралии они дрались как могли и почти, как я считаю, могли бы даже взять этот матч, но ряд проблем. То, что Витя вроде как болел, это капитан команды Акинотори. И по менталке. Я так считаю, это мое личное мнение, по менталке не у всех все было хорошо. Так что как-то так. Ну а что по ожиданиям? На самом деле я офигел от вчерашнего матча. Это у нас играла Германия против Южной Кореи. Я троллил то, что Южная Корея сможет камбэк. На самом деле троллил, но видел все-таки камбэк у Южной Кореи, потому что все-таки там остались различного рода гиммики. То есть это техникалы, знаете, карты со сложной ритмикой и прочего рода такие карты. И на самом деле Германия подобные карты играет, если не так же, как Южная Корея, то хуже.
Немного, но хуже. И то же самое можно сказать про этот матч. США очень хорошо отыгрывает как раз-таки все вот эти вот различные гиммики. В то время как также США может и на каком-нибудь на моде 2 спокойно дать бой. Поэтому в этом плане матч будет сложный. И да, я обещал сказать, поскольку Германия вышла из нижней сетки, чтобы выиграть этот ОВЦ, ей нужно выиграть 2 серии. То есть как это работает? Вспоминаем ОВЦ 2018 года, как было с Великобританией, или вспоминаем те, кто олд, ОВЦ 2015 года. То есть в 2015 году, на удивление, но в 2015 году США было в виде аутсайдера. И они, точнее, нет, даже не так, не аутсайдера, а я немного не то слово подобрал, извиняюсь, я говорил, просто волнуюсь, столько человек, можете лайком поддержать. Ну и платной подпиской на канал, конечно же, по ссылке в описании. Ладно, минутка байта. В общем, к чему я? В 2015 году в винерах США отлетела от Китая. И через нижнюю сетку США попала в гранд-финал с Китаем. И первую карту вроде как они вообще с разгромом Китай выиграли. И поэтому из-за того, что США не смогли выиграть в винерах, нам подарили такой офигительный второй матч, который все запомнили. Фурiosa мелодия в виде тайбрейка и так далее. То есть тут ситуация может быть такой же, но я в это слабо верю. Я слабо верю, что Германия сегодня выиграет, объективно. Но будем надеяться, потому что как минимум у немцев очень хорошие игроки. И еще в прошлом году, да и на протяжении этого турнира немцы показали, что они в хорошей форме, и что они могут дать бой без проблем. Это финал? Да, ребят, это уже гранд-финал. В общем, резюмируя все сказанное ранее, сейчас уже скоро начнется матч. Спасибо огромное, ребят, что особенно большое спасибо тем, кто с 18, 19 или даже 20 года со мной эти гранд-финалы смотрят. Мне это интересно смотреть самому, но комментирую я для вас, потому что меня люди сами просили, и мне это самому тоже... так, подпивасно интересно, просто поорать, повеселиться и так далее. Как-никак контент. Поэтому спасибо тем, кто на протяжении... что-то я рано говорю слишком. В общем, спасибо пацанам. 147 человек, которые платно подписались. Спасибо, что поддерживаете, пацаны. Спасибо вам огромное. Ну и с минут на минуту у нас уже начнется сам гранд-финал. Осталось немного подождать. Запись я оставлю, естественно, да. Давайте пока немного почитаю чат, что люди пишут в чате. Шуви, здорово. Как дела? Жив-здоров? Да? Все хорошо, Сиеста. Привет. Видос про лазер бомбезный. Аж скачал. Ты крутой? Не успел прочитать. Сообщение улетело. Ты крутой? Обнял, не смог... Обнял? Не смог поднять. Спасибо огромное, Сеста. Ты тоже так. Шуви, кстати, что думаешь насчет того, что 2 года подряд одни и те же команды в гранд-финале? Думаю, что просто остался сильный состав, который выиграл в том же... просто у США... если обратить внимание на США, то у них постоянно новый состав, потому что у них и количество игроков, то есть играющих людей, и количество игроков огромное. Особенно тех, кто хорошо играет. А насчет Германии, они просто остались практически в том же составе, в котором они играли ОВЦ 2020 года. И поэтому, то есть главными фаворитами, собственно, на этот гранд-финал были как раз-таки и США, и Германия. Я это с самого начала турнира говорил, что, скорее всего, мы эти команды и увидим в гранд-финале. Оно и происходит. То есть по итогу. Спасибо большое, Неконут, за платную подписку. Дай бог тебе здоровья. Так, я включу уже англоязычный. Grand Finals 2020, then Winners Final, Grand Final 2021. It's been the dream, I think, for everyone to see Germany maybe finally knock down the United States. It's another matchup between these teams, and I think it's about as hyped for a grand final as you could possibly be.
Я с собой взял бутылку воды. Вдруг все-таки мы увидим с вами вторую карту. Но если уже будет две карты в этом гранд-финале, это уже будет круто. Друзья, еще раз всех приветствую, 240 человек. 9 часов по МСК. Всем здравствуйте. Надеюсь, вы в хорошем настроении, как и я. Надеюсь, от этого гранд-финала мы с вами испытаем самые, что ни есть, настоящие позитивные эмоции. И что у нас по банам? Банит у нас первая Германия. Банит она, ну, довольно-таки очевидно, low AR hidden в виде второго мода. И банит она как раз-таки то, о чем я говорил. То, что США довольно-таки хорошо играет и пикает на этом турнире. Это 6-й ноу-мод. Это сложная по технике карты. Я не проглядел бан. Но, скорее всего, там в банах был ноу-мод 5, это у нас жимочка, и второй даблтайм, что, в принципе, является сигнатурками у немцев. И пикается у нас сходу третий хардрок от, опять же, очевидно, Штатов. Альтернейт с периодической сменой BPM. То, что как раз-таки у нас очень хорошо играют американцы. Собственно, сигнатурочек зашли. И не забываем, естественно, ставить лайк трансляции. Давайте продвинем этот гранд-финал как можно выше по ютубу. Все, парни, в ваших руках. И пока что у нас только Digital Hypno в мульте. Думают, кого выставлять на эту карту. Бать звук трансляции англоязычный. Хорошо. Сейчас убавлю. Вот так вот нормально? Ну, я вроде бы перебиваю, так что должно быть нормально. Гиммик пик. Я сделал. Сейчас нормально, ребят, все? Хорошо? Там плюсик в чат. Плюсик в чат, если я чуть-чуть громче, чем англоязычная трансляция. Потому что я тоже музыку хочу слышать и хочу как бы понимать, где что. Ну, друзья, 280 человек, давайте, парни, добьем 200 лайков, думаю, быстренько мы это сами сделаем. И что у нас по игрокам? Что у нас по игрокам? Перед, Hypno, Утами и Fancy LED. Ну, Fancy LED, так сказать, на замене. Точнее, даже не на замене, скажем так, заменяет Ваксея, грубо говоря, в этом составе. Практически на каждой карте он появляется. Все отлично, плюсики вижу летят, значит все круто, ребят. Ну еще раз. Всех приветствую. Так, ну и остался один игрок у Германии. Кто же, интересно, выйдет? Криллер выходит. Криллер выходит у нас за сборную Германии. И дедуля. Ну, дедуля, я уже говорил, то есть я еще в 2019 году, когда White разбанил, то, что состав Германии это будущее, это те ребята, кто сможет дать бой Америке. Потому что, мало того, понимаете, без White состав Германии был сильный. Потому что был тащер исконно такой древний тащер в виде Дастиса или Достайса, как вам удобнее, ребят. Но когда появился White этот состав стал каким-то ультимативным. Опять же, не сильнее США, но вдруг они покажут, что на самом деле сильнее. Друзья, стартует у нас первая карта данного гранд-финала. Третий хардрок. Пик команды Америки, собственно, у Америки у нас Перед, Digital Hypno, Утами, Fancy LED. У Германии у нас Racing, White Дастис и Криллер. Пока что начало довольно-таки равненько, но по аккуратности доминирует у нас Америка. Немного видно это по скорому результату, но преимущество по этой самой аккуратности небольшое. Но вот мисс от Криллера, первый мисс от Криллера, а вот Америка пока что без миссов. Собственно, на одно ФК имеет больше, но надо бы какие-то миссы от Америки увидеть, иначе все может закончиться довольно-таки грустно, учитывая то, что карта у нас длится всего 2 минуты 20 секунд. Ну, если, конечно, ой-ой-ой-ой-ой, Райсинг миссит у Германии, в то время как Штаты продолжают держать 4 ФК.
Ой-ой-ой, White Cat. Дастис единственный у нас, кто остается с ФК, в то время как команда США просто вчетвером ФК-шит эту карту. Ну, собственно, это их пик. О, вот все-таки первый мисс у нас от американцев, и второй мисс последовал Фарирейс Digital Hypno, но вряд ли что-то уже изменится. Хотя, если сейчас у Тами Фэнси мисснут, что маловероятно, тогда, возможно, и будет камбэк, потому что там уже Криллер с саппорт-комбой Дастису 520 камбэк. Нет, миссит Криллер, миссит Фэнси. Какой важный миссит Криллера, потому что это был неплохой шанс отыграться для сборной Германии. Но осталось по одному ФК от Дастиса и Утами. Фарирейс миссает. И миссит Утами. Утами миссит, преимущество сокращается. Дастис. Все-таки все мисснули у США, но Дастис. Эх, влилась бы эта карта секунд на 30 больше, возможно бы первую карту забрала у нас Германия, но нет. Все-таки Америка великолепно отыграла. Большую часть карты они профкашили, набрали огромнейшее преимущество, уже которое было не комбатным даже после 4 комбо-брейков от команды США. Но, друзья, все-таки это был пик США. И пик как раз-таки то, что они играют лучше всего. Посмотрим, что будет дальше. И да, друзья, не забываем, если вы болеете за сборную Америки, пишем Team USA. Если вы болеете за сборную Германии, пишем Team Germany. Так что, друзья, давайте поспамим. Посмотрим, каких болельщиков больше, каких болельщиков меньше. And that was pretty much exactly what they pulled off. And you know, it's an S rank from Utami. It's a 1 miss from Fancy Lads. So you know, if those are removed from the equation, if they're able to get maybe one of those FCs, и Германия у нас решает открыться первым ноу-модом Unbreaking Mandog. Кстати, крутая карта у нас в прошлом матче. Вроде как она игралась, и Германия показала довольно-таки неплохой результат на этой мапке. The United States has just had fear put into their hearts by Germany with absolutely no hesitation going straight into the Nomad 1 pick here. 380 человек на трансляции. Всем огромный привет, друзья. Доброго вам вечера и приятного просмотра. Не забываем поддерживать трансляцию лайком. Заранее спасибо, кто это делает. Киллер, White Cat, Киннама. Ну, Фэнси Лад очевидно, что будет играть эту карту. Digital Hypno выходит. Но на самом деле Digital Hypno за этот год неплохо так импровнулся в различные дженерики. Много скоров крутых наставил. Что с голосом? Не знаю. Понятия не имею, что может быть с голосом. I'd agree. The US have not wanted to pick into Nomad 1 at all. They've even banned it in the semis. Germany definitely like to get. Друзья, если у меня что-то с голосом, обязательно пишите в чат. You already mentioned it. Yes, 210 BPM, so that's a pretty standard. Постараюсь это исправить. And it's very comfortable in its. Что с микро, точнее, не с голосом. Наверное, надо его немного убавить. Вот так вот. А вот так вот лучше, друзья? Вот так вот лучше стало? Шире просто подпевасник, успокойтесь. Это правда. Но если стало лучше, то круто. Можно с голосом. Вроде лучше стало. Но если лучше стало, то замечательно. Если стало мягче, то круто.
Так, друзья, стартует у нас с вами вторая карта, это уже пик сборной Германии. Первый ноумод, джампики. Кстати, джампики тут прям сочнейшие. Вот эти вот треугольнички, квадратики, уф. Джампы, литерали кайф. Ну, маппер просто крутой, он... Такие неплохие карты делает. Так, первая серия квадратов и... довольно-таки удачно все проходят. Интрушку. И у нас на этот ноумод фэнсилэдди, гитлхип на Эре Утами. У Германии Криллер, Вайткэта, Кинама и Дастис. Но пока что что-либо комментировать довольно-таки сложновато. Все-таки карта, на которой аккураси таким игрокам довольно-таки тяжело дропать, но anyway. Все-таки это финальный мопул, и не важно, что карта это джампики. Аэрио миссает первый. В то время как Германия пока что в полном составе у нас ФКшит по 99 у всех, кроме Нет, даже уже все, уже Акинама 99. Да и проблем с аккураси у США тоже нету. Тоже 99 практически у всех. Так, первая длительная серия джампов. Сборная Германии продолжает ФКшить в полном составе. А у США пока что Кэрри мисснул. И Утами миссает квадраты. Не попадает он в квадраты. И остается у нас фэнсилэдди, гитлхип с комбой. Кинама первый мисс, фэнсилэдди миссает. Гитлхип на единственный остался у нас с ФК. Оф, не попадает он в троечку, или это бёрст был, просто не могу понять. Вроде как в одном BPM здесь вся карта. И у Германии 3 ФК. У нас Криллер, Вайткэт и Дастис по 99 имеют. У Дастиса аж 99,6. И команда США у нас без ФК. Без единого ФК у нас Штаты, в то время как у Германии 3 ФК, жесть. Но, да, конечно, на таких пиках Германия шансов вообще не оставляет. Ой, Криллер не попадает в джамп у нас. Ух, сложная серия джампов. Вайткэт, Дастис и ФК-шот. 99 аккураси. 566k apiece at a 500,000 point lead. Of course, we did see a 500,000 point lead on last pick for the United States, but this one feels a little less likely to come back the other way. Germany's aim mechanics just coming out of the gate. Так, последняя часть карты осталась. Там все самые жесткие джампы. Интересно, покажет ли у нас Дастис и Вайткэт это? Давайте все-таки посмотрим. Кстати, вроде как, если память не изменяет, Дастис против Кореи эту карту почти фкшнул, прям в самом конце мисснул. Ай-яй-яй, Дастис. Нет. Не фкшнет. Но остается Вайткэт. 99,3 у Вайткэта. Так, и вот эта серия джампов с треугольниками. Вайткэт. Так, нужно не забывать, что на конце этих джампов двоечка. Take aim and expect to win it when this is the score that you are seeing put up against you in this match. Utami is the only one that is even remotely coming close on the United States side to this score right now. Уф, и Вайткэт фкшит это, 99,4 аккураси. Великолепный перформанс от Вайткэта. Согласен с англоязычными комментаторами. Вот. Да, конечно, 800 тысяч преимуществ у нас почти от сборной Германии. Очень сильно они этот ноумод первый отыграли. Вообще без шансов. Почти 500 человек на трансляции. Ребят, у нас гранд-финал. Сегодня мы узнаем чемпиона мира по такой невероятной и крутой игре, как ОСО. Поэтому всем еще раз привет. Давайте с вами добьем 300 лайков. Вас 480 человек, ё-моно. Всем привет.
4, a map that the United States has И пикает у нас fairly comfortable on. They have had it taken away from them a couple of times. Кстати, этот техникал прям вообще какой-то сумасшедший. Fairly slider heavy as well. Something the United States has struggled with, and they've lost this pick a couple of times now. Germany, however, they're really starting to rely on a couple of single players on the Nomad 4 type maps here. I think that, you know, while less favored to the United States than some of the other hidden picks potentially, or something like Nomad 6, this Nomad 4 pick is it's a rough go sometimes here. You know, Fiery has generally been a big performer for them on this map, but up until now there hasn't been anyone else to step up to the plate. But on the German side, I mean, you have Whitecat, который и в прошлом году на УМО 4 отыгрывал просто на какой-то феноменальный результат. Но посмотрим. На самом деле, я помню, уже перехваливал Фэнсиледа. Я говорил, вот Фэнсилед, красавчик, на техникалах просто шансов челом не оставляет, но плохо он после моих слов сыграл. Посмотрим, как будет сейчас. Не, ну тут Кэт Джем в чат, друзья, Кэт Джем в чат. Сон качает. But it has some pretty nasty, very weirdly spaced bursts, like in between almost every single major slider you have to aim at. There is so much aim control, and it's so relentless in this. Сонг нереально долбит. Да, ну или спонсоры могут поспамить логику, которая дабает. Я, собственно, тоже это и сделаю, так сказать, вместе с чатиком. Держите, ловите мой флекс. Ловите, парни, мой флекс. Ладно, let's go. Лоли Джем. Блин, кстати, так надо это самое. Надо так будет этот смайлик окрестить. Лоли Джем. Неплохо. Ладно, друзья, стартует у нас третья карта. Фэнсилед, Дигитал Хипно, Ферри, Утами. За Германию у нас Криллер, Whitecat, Акинама и Дастис. Interesting to me to see Digital Hypno in for his third straight pick, where he has really not played a lot over the course of this tournament. Going to be watching his screen very closely to see how he fares. Так, первый слайдер стрима. И по аккураси пока что у нас США доминирует. Вот это я об этом и говорил. Фэнсилед миссает в начале. Дигитал Хипно Перед миссают. Но у Германии тоже дела не лучшим образом обстоят. Там Криллер, Акинама, Дастис миссают. Вайткат единственное остается ФК. Нет, Вайткат уже не ФК, что там и миссает. У нас абсолютно все игроки в лобби миссают. Но Германия пока что по общему скоро отстает. Так, а Фэнсилед после своего мисса уже добирает. 250 комбо имеет. Дигитал Хипно 240 комбо. А у Германии с комбой остался только молодой человек с никнеймом Криллер. Акинама 91 аккураси, Дастис 95, Whitecat 94, Криллер 94,6 имеет. В то время как Фэнсилед мужские 97, жесть. Дигитал Хипно 94,5, 95 Утами и Ферри 96. You know, we mentioned before the map started that the Halgo slider gambit here generally Техникал просто crazy. Дигитал Хипно миссает. Фэнсилед имеет уже 580 комбо. Нет, все-таки Фэнсилед миссает. Криллер миссает. Акинама добрал комбы. Дастис с комбой. Whitecat с комбо. Преимущество сокращается. Криллер миссает, но это мисс не важен. Важно, что будет с Акинама, Дастисом и Whitecat. Дастис миссает. Акинама, Whitecat остаются у нас с комбой. Но там есть Утами у сборной США. Утами Дигитал Хипно. У нас Фэнсилед, Ферри без комбы. Преимущество сокращается. Акинама продолжает. Whitecat держит комбо, Акинама миссает, Whitecat единственный, кто остается с комбой. Изменит ли что-либо Whitecat на этой карте? Но там уже Утами 600 комбы. И Дигитал Хипно суппорт комбо 400. Whitecat продолжает держать. Криллер в саппорте 200 комбо, Фэнсилед миссает. Дигитал Хипно тоже миссил, но Утами. И нет, все-таки не смог. Whitecat великолепный перформанс продемонстрировал, но некому было саппортить. К сожалению, очень плотная была игра. Но, конечно, то, что сделали Фэнсилед и то, что сделал Утами с Хипно. У Хипно так вообще аккураси 96,2. Великолепно. Ну и, конечно же, Фэнсилед 96 аккураси. Да, тяжеловатая, конечно, карта. Особенно Акинама это на себе ощутил. 92,8 аккураси у него.
You saw White Cat and Utami pull something together at the end there. Fiery as well, Okanama as well, but yeah, I don't think the US are going to be looking at that as. Да, друзья, до 300 лайков осталось всего 25, 500 зрителей. Всем привет! Ну и да, и вполне логично, что у нас Германия возьмет стримы зигзагообразной формы. Второй ноумод, друзья, стримосики у нас 200 BPM. Кстати, литерали крутая стрим-карта, like this. Надо будет самому поиграть, когда верну скилл. 7,5 старые эту карты. Oh, they were so good on this yesterday. Germany was so good on this yesterday. Nearly 3 million. White Cat with a ridiculous 3/100s FC. If he recreates that, I think even he'll be happy with that performance twice in a row. Что с голосом у Шиви? Не знаю, друзья, что с голосом у Шиви. Relentless. That team score another great one. Almost 3 million on this one yesterday for Germany. Давайте поможем вылечить Шиви голос и поспамим сердечко вот это вот в чат, которое с крестом вот этим, ну поняли, о чем я. Вылечите мне голос. Может быть, исправлюсь. 201 BPM, ха-ха, мой перфекционизм помер. Ну я округлил, парень, я округлил. У меня с округлением все нормально. Во, правильные сердечки в чат пишут. As well, with the map style changing up a bit here. You see Exarch and Takedo coming in for the United States. You got Rising coming back in for Germany, so that's going to be спасибо, парни, что лечите. Хорошая каска. This is the very rare occasion where you see да, чат выбирает свои смайлики, кто-то мне... Шуви, спроси у Шуви про голос, но у меня не такой большой уровень шизы, пока что, чтобы с самим собой разговаривать. Tommy Exarch, you know, both very solid stream players. Fancy Lad has improved his streaming skill. And сорвал голос? Не знаю, друзья, пока не знаю. Может, у меня с микрофоном какие-то проблемы. Давайте я его убавлю еще. Вот так вот сделаю. Вот так вот сделаю. Вот когда я так ору, нормально меня слышно? Меня великолепно слышно или меня плохо слышно, чат? Но придется трансляцию еще убавить, потому что я буду... Ладно, я буду громкий, друзья. Сегодня я буду громким. Итак, друзья, стартует у нас с вами 4-я карта, пикает Германия, второй ноумод. Пока что все по пикам довольно-таки предсказуемо и очевидно. Все веселье у нас начнется в более поздней стадии на этой карте. Но пока что все идет своим чередом. Но посмотрим, сможет ли у нас удивить сборная США и забрать сигнатурочку от сборной Германии. Итак, по итогу у нас Утами, Эксарч, Эрию и Fancy Lad играют это второй ноумод, а у Германии Rising, Dusty, White Cat и Умбре. Так. Полиглоты вышли из чата. А нет, полиглоты зашли в чат. Вот видим уже первые стримы Умбре миссает. Он промиссит в самом начале, но на самом деле переживать не стоит. Все-таки начальные миссы — это, знаете, такие тактические миссы, чтобы не нервничать дальше и постараться набрать побольше скоро. Но пока что обе команды отыгрывают замечательно, несмотря на мисс Умбра, у него 99,6. Просто не повезло. Но вот тут у нас дабл мисс от Утами и Эксарчи, и сборная Германии вырывается вперед. Райсинг, Дастис, White Cat у нас ФК-шот. 98,7 Райсинг, который только что мисснул. Дастис списает вот тут опасные миссы у нас, White Cat. Если остается с ФК у сборной Германии, слишком ранние миссы у нас ловят немецкие игроки. Эрию, Fancy Lad, пока что с ФК. И сборная США вырывается вперед. Очень неприятная ситуация для Германии. Fancy Lad, Эрию, 99 аккураси у обоих. Умбра под конец мисснул, там был саппорт-комбо от Умбры. Ай-яй-яй. И тяжело уже будет отыграться. Эксарч 300 комбо, Утами 400. Саппортят эти парни по своих миссов, Fancy Lad и Эрию. И надежда, последняя надежда Германии, хотя ладно, еще будет шанс нахолдить комбы.
для сборной Германии, но вот вопрос в том, ФКшник ли Вайткэт и мистит ли у нас Эрию и Фэнсилет, потому что сейчас они довольно-таки уверенно идут и продолжают ФКшить, хотя у Эрию немного курсор потряхивает, но 99 аккураси Эрию пока что. С ФК лучший перформанс в мультиплеере, конечно же, после Вайткэта, у которого 99,4 и тоже ФК. Так, ну и камбэкается у нас понемногу Дастис, Райсинг, Сумбра пока что не могут набрать весомое комбо. И преимущество просто уходит в отрыв Умбры, Дастис миссует Эрию, все-таки не выдерживает, миссует Эрию, а Фэнсилет продолжает фкашить просто. Какая-то жесть происходит, XH 900 комбы уже имеет за плечами. Продолжает у нас Вайткэт фкашить. Умбра миссует и Райсинг 500 комбы лутами, XR Эрию миссует. Фэнсилет все-таки не фкашит эту карту, но карта опять заканчивается, и опять не хватит времени Германии, чтобы перевернуть. И сборная Германии все-таки, да, удивили нас Штаты, но, наверное, на самом деле больше нас удивили немцы своими ранними мясами, еще Умбры, 400 комбы. Не самый лучший результат, конечно, от Умбры, который бы он смог продемонстрировать. Все-таки этот игрок гораздо лучше играет, особенно карта такого вида. Что, парни, а сейчас что с голосом? Нормально все? Да в смысле, что с голосом? В смысле, что с голосом? Да вы это... Фэнси 1727 кб. О, веселый момент. Голос гнусноватый. Ну, меня с таким родили, бро. Что я сделаю? Родился я с таким голосом, чем мне теперь? Тролли в чате, вот вы лучше бы оформили платную подписку на канал и поддержали человека с гнусным голосом. Они писали бы ему в чат о том, какой у него голос. Делайте добро, и оно к вам обязательно вернется. Да не надо, тролли заебись, люблю троллей, жидов не трогай. Гнусноватый, не гнусный. Ну, я тогда не знаю значение слова гнусноватый, бро. Тролли заебись. Какие хейтеры? Нету хейтеров в чате. В чате только хорошие, добрые и приятные люди. Всех люблю, парни. Have these little spacing changes and little accelerations that make it. Кинь ссылку на сценарий в чате. Нет, меня просили не палить. И пикается у нас второй фримод от сборной США. Довольно-таки, опять же, устану это повторять. Спасибо большое за пояснение, Фэнси. Хэштег хорошие люди. Послушай сам, да мне отвратительно свой голос слушать, парни. Я вообще не понимаю, как вы это терпите. Лучше бы вы зашли на официальную трансляцию с лайв и послушали этих великолепных комментаторов. Хотя вы их так слышите, лол. Я там хотя бы перебивать не буду. Да, спасибо огромнейшее. Хоть кто-то повелся на байт за роту. Спасибо, бро, большое. За то, что поддерживаешь гнусный голос. Каждая ваша платная подписка делает мой голос менее гнусным. Итак, друзья, что у нас по модам? Digital Hypno берет хардроку, Тами берет Hidden, и в ноумоде у нас Эрию и Фэнсилет будут играть, они в Low Air эту карту.
И что у Германии? Hello Watcher выходит, который довольно-таки замечательно отыгрывает на туриках карты с хардроком. Все-таки это его мейн-мод. Вайткэт у нас в ноу-моде, а Кинама, кстати, Кинама без хидена. Ну, наверное, lower hidden это не его юрисдикция, но на lower hidden выходит у нас Криллер. Утами у нас вниз. И пока что, на удивление, сборная Германии на чужом пике впереди. Вайткэт, Hello Watcher пока что отлично отыгрывает эту карту, а у сборной США некоторые проблемы. Фэнсилед единственное остается с ФК, у Фэнсиледа СС, друзья. Да, парни, вам в чате ноты видно? Плюс в чат, если видно ноты. Ну, гнусновато. Я просто утрирую немного, друг. Вайткэт продолжает, кстати, ФКшить, но и ФКшит Фэнсилед. Такая борьба происходит. Сборная Германии пока что впереди. Больше половины карты прошло. Вайткэт пока что на своих плечах держит команду. Аналогичная ситуация происходит и у сборной Америки, но у Америки есть Эрио, который имеет 300 саппорт-комбы. И такими темпами у нас сборная США камбэкнется, если Эрио продолжит держать комбо, а Фэнсилед продолжит ФКшить. Фэнсилед СС до сих пор жесть. Но там, кстати, под СС Вайткэт играет. И вот знаете, с болью в груди вот это вот преимущество, оно все ближе и ближе к тому, чтобы стать красным. 99 аккураси у Криллера в лоу-эре. И неужели выиграет Германия? Это было очень близко. Ай-яй-яй-яй, как же это было близко. СС и у нас Фэнсилед, жесть. Я не играл на мышке в ОСУ. 14 тысяч преимущества. И Германия забирает вражеский пик. Жесть. Я вот, знаете, вот я сижу, и вот я вижу как преимущество просто, но я вижу комбо Эрио, я вижу Фэнсиледа. Я с другими игроками уже просто не смотрю, я смотрю за комбой и понимаю, что ну вот сейчас вот США возьмет очередной поинт. Ну нет, карта закончилась. Наконец-то происходит аналогичная ситуация и со сборной США. На самом деле, вы, друзья, не представляете, как тяжело комментировать, когда еще кто-то комментирует на английском языке. Друзья, 550 зрителей. Давайте с вами добьем 400 лайков. Всем огромный привет. Здравствуйте, друзья. Mention the accuracy, I think, ended up being the difference on that while we look at, kind of figuring out how the USA didn't make. Да, аналогичная ситуация с тем, что карта заканчивается не вовремя, было и у Германии пару раз, так что вселенная в балансе, друзья. Я не могу тише комментатор взять, потому что это ритм игра, тут музыка играет. И берет у нас первый хардрок сборная Германии. Last game was exactly like that as well. Germany were winning all the hidden picks. US are winning all those speed picks. Round 2, let's go. Потому что мы пираты. Мы пираты, и вы на пиратском корабле. На абордаж. Йо-хо-хо в чат. Первый хардрочек у нас это джампосики. И, кстати, на этих джампосиках в первом хардроке довольно-таки сложные стримы. И бутылка рома. Почему никого? Да я плохой просто слишком комментатор.
контент-мейкер хуёвый, поэтому вот, если уж, так сказать, срать на YouTube, так срать и в соло. Kind of what you expect Yo-ho-ho. out of Skyflame. It's just standard. And I mean, I feel like, you know, I said Nomad 2 was favored toward Germany, and it feels like Hard Rock 1 is also favored toward Germany, but this one, I think, based on how the USA's aim looked on Nomad 1, I think maybe a little bit more secure for them. Never say never, though. Итак, ладно, друзья, пока что игра у нас стабильно идет. Все-таки очень важный пик забирает у нас Германия, потому что, мне кажется, если бы они сейчас эту карту проиграли, отыгрываться было бы гораздо тяжелее, как минимум в моральном плане. И стартует, друзья, у нас шестая карта данного противостояния. Фейридж, Digital Hypno, Утами и Эрию будут у нас отыгрывать этот хардроп. А у Германии Вайткэт, Дасти, Скриллер и Холовачер. Что ж, друзья, поехали. Once again, same four-man roster as they brought out Should yesterday. be that inside. Fiery Rage, Digital Hypno, Tommy Ariu. Digital Hypno, by the way, Да, 100% participation я... so far through now 6 matches. Нормально, парни. No, all but one, because he's not playing Nomad 2. С такими оптимистичными людьми в чате, которые хвалят мой голос. Я не могу быть в плохом настроении. Это просто невозможно. Так, и какие-то Shadow миссы вроде бы были, но мне показалось, наверное. Турнирный клиент любит таким шалить, но, наверное, это не в турнирном клиенте дело, а просто мне показалось, что кто-то у США мисснул. Ну ладно, вроде бы никто не мисснул, по итогу у нас интруху ФК что-то команды. И по курсе ситуация это показывает сборной Германии, но она изменится на первом TI, потому что сейчас сложных паттернов не было, а вот на первом TI там уже начнется жарище. With exceptional lineups. We talked about Hallowatcher in the awards showcase as well. A very, very high skilled hard rock player. Так, и пошел у нас первый KI. В этот KI у нас обе команды входят с 4 ФК. Первая джамп-секция, Фейридж миссает. Фейридж миссает, и у нас сборная США на одну ФК меньше. Так, джамп-секция под конец KI. И сборная Германии в полном составе справляется с этими джампами. Но, кстати, сборная США у нас не отстает. Ай-яй-яй-яй, Фейридж миссает. Так, ну и пауза. По итогу у нас преимущество в 60 тысяч за сборной Германии. Небольшое преимущество, но если сейчас Германия также успешно продолжит ФКшить, то это преимущество гораздо больше станет. Могу Восу Розалию сыграть. Фейридж миссит в очередной раз. И Digital Hypno миссает. Фейридж еще один мисс. Холовачер миссает у сборной Германии. Первый мисс от немецкого игрока. Фейридж миссает в очередной раз, что-то не идет игра у Фейриджа. Киллер миссает. И по 2 ФК остается. Нет, не остается по 2 ФК. У нас Утами миссает. Эрию пока что единственное остается. Эрию тоже миссает. Но Вайткэт Дастис. Вайткэт Дастис, эта связка просто какие-то невероятные вещи делает на этом турнире. Стрим-секция, еще одна джамп-секция. Вайткэт Дастис продолжает ФКшить. И второй KI они успешно проходят. 2 ФК от Дастиса и Вайткэта. Это связочка. And there's just nothing that the United States is able to do right now. Fiery Rage finally had a chance to reset his aim, I'm sure, with no pauses in this map. Итак, у нас довольно-таки плачевная ситуация у Штатов на этой карте. Так, инструментал, сопровождаемый спейснутыми джампиками, Дастис миссает. Но остается у нас звезда немецкой сборной Вайткэт с ФК.
1/3, еще один джамп. Еще одна джамп-секция. Стрим и White безупречная игра. Безупречная игра от White. Lost it yesterday to an inspired performance from South Korea, but against the United States team, as we've discussed, really not preferential aim players. White все-таки миссает, но он уже огромную работу проделал. Так, Space 3, Мэрю миссает, и 0 шансов для сборной Америки здесь, потому что комбы абсолютно никакой нету. Единственное, хай-комбо это у Фарри Рейджа 290 комбы, у него джамп-секция очередная. Дасти, кстати, уже 400 комбы имеет. И финальные джампы. Великолепная игра от Германии. Все-таки на джампиках они просто аннигилируют сборную США. 99.3 and above by the end of the map here. 99.7. Друзья, счет сравнивается 3-3. Забирает у нас Германия свой пик, но опять же сигнатурочка для Германии. Великолепная игра у нас от Дастиса. Вайтката по одному миссу, 99 аккураси у обоих. Великолепная игра. Я донаты, монетизацию, помимо платных сабок, я все офнул, чтобы это не было никаких уведомлений посреди трансляции или какой-то рекламы и так далее, чтобы вам комфортнее смотрелось. Так что донаты я зачитаю после матча, если какие-то там есть. Там насчет донатов просто в чате спрашивали, я отвечаю. Так что никакой монетизации, кроме платных подписок. Кстати, можете оформить. Все. They're going to put the previous map out of their minds as quickly as they can, and they're going to go into a tech DT. Я видел 600 зрителей на трансляции было. И почти 400 лайков. Спасибо огромное. This one throws a whole different set of skills at you. Yeah, this isn't one of those like old style DT4 maps where it's like low BPM, but it's on like old school. Какая крутая карта. Very much in the modern era, map by Relay. Это даблтайм. Четвертый даблтайм у нас от США. На четвертом даблтайме, да, США любят подобные сложные больше не на жим или на читалку в плане высокого эра, а именно по флоу. Тут паттерны сложные. Double time 3, that 273 BPM pick that I think people may have expected Germany to opt into early, but they decided to trend more into the aim. Жесть, какой же на самом деле качет у САО. Обожаю у САО. In this matchup last week, very different style of map there, won it. And to try to do the same thing again today, your own fourth pick. Не знаю, буду ли я в следующем году что-либо комментить, но, скорее всего, нет. Мне просто в соло удобнее комментить, перебивать никого не надо. Я помню, мы с Грейвом комментили на Осурукасте. На Осурукасте с Грейвом комментили, мы там друг друга перебивали, но нормально. Мы с Грейвом на своей волне. 3-3, друзья, пик сборной США, четвертый даблтайм. И выходит на этот даблтайм у нас от Америки Текита, Фарри Рейдж, Фэнси Лэд и Утами. У сборной Германии Киллер, White, Дастис и Райсинг. DT4 that is slightly different from some of the ones we've seen in the tournament so far. You know, you got a lot of the flow aim, a lot of the in this line. We're finally coming back to the tech this week. Of course, you mentioned the reality and mirror collaboration on this map here. We'll see if that little addition of mirror here gives that German favored a little bit on this one. They might. They're going to be looking for it here because the United States has been и вот за счет такого позднего мисса
на фоне Фэнсиледа, который вначале мисснул и уже имеет комбу примерно такой же, как и чела, который карту факашил. И сборная США на этом пике вырывается вперед. Да, здесь очередной мисс. 3 ФК по-прежнему у сборной Германии, шансы остаются, у Таби миссает Райсинг. Миссает в ответ. И 2 ФК у Германии, в то время как 2 ФК у США и большое комбо от Фэнсиледа. Карта на самом деле короткая, 2 минуты 20 секунд всего идет. И половина карты проходит, и Кида миссает. И там вроде бы мисснул Фэнсилед или не мисснул, не увидел я, друзья. Да, у нас миссит Фэнсилед, остается единственный ферриш у нас с комбой, в то время как у сборной Германии Криллер, Вайткэт тащат, имеют по 800 комбо. Райсинг миссает. Сейчас очень ответственные паттерны. Для сборной Германии Криллер, Вайткэт продолжают фкашить. И преимущество все-таки за сборную Германии. Дайте список, ферриш миссает. Какие-то Фэнсилед. There's nothing that the US can do. I feel like this is the same thing as, you know, we've seen before, where the United States just has the combo breaks and there's nothing to go up against this. And Kriller and Whitecat right now are potentially going to do something absolutely outstanding on a grand final. DT4. There's nothing the US can do. This is just going to keep going. It's just sending it, and the score lead is growing, and Whitecat and Kriller have not missed yet. We're coming into the last couple seconds of the map and at risk of jinxing anything. There is no break in the ending, and there it is, a double FC. Что только что произошло? Криллер, Whitecat! Just showing off, and Germany, that is 3 points in a row. 2-1 and a break point down. All of a sudden 4-3 and a break point up. Я в шоке. Я хотел сказать, когда была пауза турнирного клиента для того, чтобы трансляция продолжилась, оплатите, пожалуйста, 500 рублей. Это шутка, ребят. Ну да, любит у нас турнирный клиент шалить. Германия забирает пик Соединенных Штатов Америки. Ай-яй-яй. You know, like I've been saying, he comes in and you see why he's on this team this year so quickly. And it is performances like that helping lead Germany to break points just like that one. And now things are going to start to look a little dicey for the United States here in this first set. Пишут у нас в чат, что 640 человек на трансляции, ребят. Всем ребятам в чате и всем зрителям огромнейший привет. Здорово, друзья. Всем приветики. Итак, посмотрим, что же у нас пикнет сборная Германии. Есть третий даблтайм. Скорее всего, они возьмут третий даблтайм. Мне кажется, подумывают об этом. Но есть и первый даблтайм. С другой-то стороны. Не знаю насчет второго хардрока, не уверен в нем, но третий хидden — это пик для США больше. You know, Tommy Taquito come in and put up, you know, very good scores. Fancy Lad doing what he is best known for. Да, первый даблтайм, ну ладно, не третий даблтайм, не в жимку, в джампике решили пойти у нас немцы, но на джампиках сегодня сборная Германии просто демонстрирует какой-то высший пилотаж. То, как у нас сегодня отыгрывает Whitecat, как отыгрывает Дастис на джампиках, это, конечно, очень сильно, друзья. Так что, друзья, давайте поддержим сборную, за которую вы болеете. Team USA в чат, если болеете за сборную Америки и Team Germany. Если болеете за сборную Германии. Не стесняемся, друзья, не стесняемся. But for the most part, outside of a bit of spice, this is an AR 10.3 speedy aim map that should be fine for the DT rosters of either team, honestly. Has quite a bit of speed in it though, you know, plenty of bursts, into bursts here and there. It's not massive, but
Итак, а пока чат поддерживает игроков, у нас Вайткэт в соло сидит в лобби и ждет своих напарников. Интересно, неужели Фэнси не будет играть первый даблтайм? This one 261 BPM, pretty quick. And once again, seeing Digital Hypno on this. Meanwhile, Germany played this yesterday, of course. White Cat, Dust Ice, KHZ, and Okinawa was their roster. 2.2 million, they lost it against Korea. So it's interesting to see them Нет, все-таки выходит у нас Фэнси на эту карту, но... their DT roster more than capable. Да, конечно, то отсутствие Ваксея все-таки создает некоторые проблемы для сборной Америки, но я вам говорю, по-прежнему состав американский очень сильный. Даже без Ваксея это все равно машина. Это жесткая машина, которая может, если расслабишься, может просто проехаться по тебе. Так что немцам ни в коем случае нельзя расслабляться, чтобы выиграть первую карту у США. Напоминаю, друзья, если Германия выигрывает в этой встрече, то будет играться вторая карта, потому что США вышла с верхней сетки, и она ни одного раза не проиграла. То есть у США сохраняется право на то, чтобы проиграть. Надеюсь, все понятно объяснил. Если непонятно, модеры могут это более понятнее написать текстом в чате. Так, ну друзья, стартует у нас с вами 8-я карта, пик сборной Германии. И за Германию у нас играют Дастис, Вайткэт, Окинама и Райсинг. За сборную США Эриу, Тами, Фэнси, Дигитал Хипно. Really need to start figuring out what direction they want to take in the rest of this match. You know, they haven't really gone for the gimmick skill sets as heavily today, and I do have to wonder if there's a reason behind that. Так, ну и пока что после первых паттернов у нас ситуация примерно равная. По аккуратности особо большой доминации нету, что от другой, что от другой команды. Равненько. Карта, кстати, у нас от русского маппера Мираж, так что если вы... Ой, Эриу, Дигитал Хипно и Окинаму у нас миссуют, но все-таки миссов... Ой, и Дастис все-таки размениваются у нас по двумя брейками. По два брейка размениваются у нас что одна, что другая команда. И остается у нас по 2 ФК. Вот Ами, Фэнси за США, Вайткэт, Райсинг у нас ФКшек у Германии. Так, и пошел у нас первый Киай, вот Ами миссует, не выдерживает у нас вот Ами. И остается Фэнси единственный у нас ФК, в то время как Вайткэт, Райсинг у нас держит. И сборная Германии открывается вперед. Фэнси миссует, очень важно миссует Фэнси. Сборная Германии имеет 2 ФК. Огромнейший комбо-дифференс от сборной США. White Cat still holding a 99.78 FC, rising on an FC as well. Райсинг все-таки нет, миссает, но и Вайткэт у нас остается один. Вайткэт остается единственный с ФК. 99,8 аккураси, просто какая-то невероятная аккураси у нас от белого кота. И что у нас по комбе у сборной США? 300 комбо у нас у Тами Эриу, 280 Фэнсила, Дигитал Хипно, 500 комбы. 600 комбо Окинама, Дастис 600 комбы и Вайткэт ФКшит. Ну и преимущество, да, Дигитал Хипно теряет свою хай-комбо, у команды Окинама Райсинг миссует, Фэнсилет, Эрио, Утами продолжает держать, Эрио миссает, но Вайткэт не преклонен, Вайткэт 99,4 аккураси, продолжает он просто уничтожать сборную Америки. Это что-то совсем запредельное происходит у нас прямо на мониторах. Digital Hypno missed. This is just the White Cat show continuing, pushing on. He's going to finish with almost a 1.9 million. И сборная Германии забирает еще один поинт, друзья. 5-3. Almost 1.181. That is absolutely outstanding. 800s, 150 at the ending there, and Germany. И да, друзья, кстати, вот я сказал про мониторы. Пишите в чат, с какого устройства смотрите трансляцию. Телефон, телевизор. Я слышал, кто-то лежит в кроватке и подключает мою трансляцию к телевизору и смотрит. Очень приятно, очень. Ну да, и альтернатик у нас заезжает от команды США. Телефон, телек или же ПК, ноутбук. Пишем, друзья. 700 человек на трансляции. Давайте добьем с вами 500 лайков.
И, друзья, напоминаю, если вы хотите поддержать как-то трансляцию, если вам все нравится, то можете по ссылке в описании оформить платную подписку. Подписка стоит всего 25 рублей. Заранее спасибо, кто делает таковые действия. Так что никаких донатов не надо, донаты офнуты. И никакой рекламы на канале нет. Вот так вот. У меня в телеке YouTube есть. Ну да, в телеке еще YouTube же есть, точно, я забыл совсем. Блин, найс устройство у вас, парни, конечно. У некоторых тостеры, там вот эти вот игрушки для взрослых. Everybody's thinking, how do we match White Cat? Because he's going to come out and put out, you know, an FC or at least very near. And so there's a little bit of that worry. And I don't know what their answer is going to end up being if they want to bring this match back. Well, I think the answer to that will be to just try and get maps in here that benefit as many of the US players as possible, because they have the specialists and they have the all-around players to fill out a very good team performance that can negate a one-person carry on some of these maps. У официальной трансляции 32 тысячи людей, нифига себе. Бьют рекорды, парни. Молодцы, рад за них. А, да, и, друзья, специально для вас как раз-таки стрим в 4, ой, не в 4, в 2К делаю. Не знаю, будет ли у меня 1000 зрителей хотя бы на этом финале. Посмотрим. Но 600 ботов я все-таки смог накрутить. Боты плюс чат. But on a day where you're maybe not playing your best, a high volatility map like a Nomad 3 might Итак, друзья, стартует у нас с вами 9-я карта. In this exact situation, so you gotta think that they feel like they can put up a good score. Indeed. Also, with it being, I'd say, as far as grand finals goes, a fairly comfortable style of alt map. Maybe something to just help reset some of these players and get them back in their happy place, you know. Альтернетик у нас, Юсейта и Коку. Великолепный артист. Криллер мисает в самом начале. У нас, кстати, на этом альтернетике будет играть Утами, Такита, Фэнсилет Эрию за сборную Америки, и за Германию у нас White Cat, Акинама, Дастис и Криллер. Пока что только Криллер миснул в самом начале, но не особо важно, и в размен уходит Такита и миссает Утами. Утами, в то время как White Cat, Акинама, Дастис пока что держит. Но карта 3 минуты. Все еще может произойти. Акинама миссает. White Cat, Дастис пока что. Ух, какие же сложные по флоу паттерны эти разрывные. Разрывные ОБПМ стримы, конечно, дают, так сказать, просраться, если можно так выразиться. Так, ну и что у нас по ситуации у команды Германии? Ситуация такая, что только Фэнсилет у нас ФКшит, Эрию миссает. Утами такие-то после своих миссов камбэкнули немного, имеют они уже 400 комбо. Дастис миссает. White Cat, Криллер пока что держит, но по комбе ситуация пока что в пользу Соединенных Штатов. А вот сейчас немножко изменилось. Эрию миссает. Но преимущественно сокращается, там Криллер миссает, очень важный миссот. Криллера и сборная США вырывается вперед. 900 комбы от Фэнсиледа, уже 1000. Утами Такита после своих миссов имеет очень огромное комбо. 800 комбы, White Cat 1000 комбо, и саппорт комба у Тащера немецкого гораздо меньше, чем у американского. Там, конечно, два игрока просто какие-то невероятные вещи делают. Утами Такита продолжает у нас держать высокую комбу для своего кэрри в виде Фэнсиледа. White Cat миссает. Дастис миссает. Акинама миссает. И тут уже становится ситуация печальной для сборной США. Фэнсилет
1400 КБ. Продолжает нас Фэнсилет, единственный в мульте. ФК шить эту карту. 720 зрителей, висяй момент. I think it was not a case of Germany maybe not stepping up to the plate, but it's the United States. Печально для сборной Германии, я оговорился. Извиняюсь. Where they just suddenly become that team that для Германии, the друзья. World Cup for the past 2 years, and they kind of, you know, show you the reason why they're in the Grand Finals match again. And this map is kind of a testament to that. Utami and Takedo, as bad as their early breaks were, they mean absolutely nothing because both of them are going to put up higher scores than everyone on Germany. Likewise, Fancy Lad, the absolute rock, the captain of the US team, is going to slide straight to last. Разгром от сборной США. But regardless, almost 3 million on a Nomad 3 from the US there, and Germany just sitting at 2 million. They're not quite as strong. Getting onto the comfortable mods, Парбузить же можно. Getting onto that comfortable styling for the US. Far better on that. Парбузить-то можно. Да, парни, больше арбуза. Больше арбуза, люблю арбузы. Чей пик был? Ну, очевидно, пик США. То есть я изначально сказал, что, скорее всего, они эту карту возьмут. Но и ничего удивительного, если они возьмут на свой следующий пик третий хидden. Ой, блин, одни арбузы, блин. Лучше бы это самое. Ладно, не буду ничего говорить. Даже байтить вас уже не хочу, все, я обиделся. Финал напряжный, да, я согласен. Финал действительно дает поволноваться, что за одну, что с другую команду. Но все мы здесь, я думаю... Ладно, не все. Я знаю, что Волстер болеет за США. Но я комментатор, я должен быть не пристрастен. Я хочу увидеть 2 карты и тайбрейк. Вот что я хочу увидеть, друзья. Итак, что же у нас возьмет Германия на свой следующий пик? Опять же говорю, остается третий даблтайм. А нет, переигрывает меня сборная Германии и берет не третий даблтайм, а берут они третий фримод. Вот так вот у нас решает поступить Халвочер. И, друзья, 10-я карта. В шаге от матчпоинта у нас сборная Германии. Если Германия выиграет, то Шуви отжимается 100 раз. Я недавно на велотренажере чуть инфаркт не словил. Ты хочешь, чтобы я 100 раз отжался, и это самое, да? В GTA RP умер. Essentially a low BPM stream map, a flow aim map. It's full of linear streams at that BPM right there, 165. First half is 727 отжиманий. У меня дистрофия сердечная. Я иногда то, что, блин... Я вот последний видеоролик, который для вас сделал, я чуть не откинулся, потому что я 20 часов сидел просто за монитором. Ну, даже больше, 24 часа я сидел, сутки просто просидел. Монтажил, собирал информацию. И чуть не откинулся нафиг. Не хочу больше так. We're surprised to see this, I think, but we know how good Germany's flow aim is capable of being. Even if they did lose the Nomad 2 today, it's not gonna make it the end of the world by any means. And 0,727 отжимателей. Surely, Okinamo hidden and White Cat Hard Rock. Joined by Kriller and Dust Ice on the Nomad. Meanwhile, Fiery Rage coming in. Спасибо за старание. Спасибо, что смотрите, друзья. И спасибо тем, кто платно подписан, огромное, что поддерживаете. Без вас бы эта трансляция навряд ли была бы. Некоторые люди годами поддерживают. Это вообще очень приятно. Итак, телячьи нежности давайте отпустим, потому что сейчас у нас самое что ни на есть настоящая борьба между двумя осу-гигантами. Сборная США, Ферри Рейдж, Текита, Фэнси Латерио. По модам у нас Ферри Рейдж с хадроком, что довольно-таки очевидно, и Текита у нас будет играть в хидене.
don't even У сборной Германии Акинама в Хиддене, это уже привычнее видеть. Криллер и Дасти в сноумоде. Вайткэт на скорлоком миссит Акинама в начале. Those mod players on a map like this, because you know you've got Fiery Rage on the Hard Rock and you've got Taquito, two very proficient players in their respective mods here. Okinawa is going to be the only break at the beginning of the map here on the hidden. Так, и пока что за счет того, что у нас Акинама миссит, сборная США имеет 4 ФК впереди. Ассасет у нас Эрио, кстати, в ноумоде. Стрим секция Такита миссает. И вот миссит Такита очень важный, потому что сейчас у нас сборная Германии будет понемногу камбэкаться, если они, конечно же, продолжат играть эту карту без миссов. Так, еще одна стрим-секция была. Вайткэт, Криллер, Дастис продолжают фкашить. Акинама уже камбэкнул после своего мисса, имеет 460 комбо. Акинама миссит. Тяжко, стримы в Киеве не читает. Дастис миссает. В то время как сборная США у нас Ферри Рейдж, Фэнсилет и Эрио продолжают фкашить. И как-то у нас идет всего 2 минуты 20 секунд, и уже подходит к концу. Эрио миссит, Ферри Рейдж, Фэнсилет продолжает фкашить. И Вайткэт миссает в хардроке, миссит и Ферри Рейдж. Но под конец уже паттерн становится, конечно, сложными. And Fancy Lad breaking right at the end once again. He's having a little bit of trouble slide breaking around the last note, just like he did in the previous map. So Kriller will be the lone FC with no mod. That man is playing incredibly as well. Камбэк от сборной США, и счет у нас 5-5. 2 карты будут еще сыграны. Минимум 2 карты мы еще увидим с вами. Ну и Fancy Lad, как я и говорил, друзья, сходу пикает у нас 3-й хидden. Читаемо, парни, читаемо слишком. Oh, for the final pick. Oh my god. Spice, man. This is so cursed. This is so cursed. Ай-яй-яй в чат. Карта literally ай-яй-яй. Oh man. Yeah, this is a wild last pick. And United States track record on hidden against this Germany roster, might we remember, is not looking the best. You know, losing on hidden last week, losing on a hidden pick in that grand finals last year to send it to the tiebreaker. It's dicey to say the least, but man, this map is so freaking hard, dude. И на этот хидden у нас Ферри Рейдж, Такита, Фэнсилет и Утами выходят. Ай-яй-яй. How crazy those vocals are. Nathan made a point to put just crazy spacing jumps that you have to snap to on like every single one of those. And snapping to that stuff on him. Германия забирает, США забирает этот пик, Германия следующий. Германия пикает даблтайм 3, выигрывает на нем, и у нас тайбрейк. To be honest, gotta be said, I don't think Germany are going to be too happy about this. US may well be saving this entire match because they have a hidden tech roster second to none in the entire tournament. You know, we talk about those late picks, and it seems like both teams have them. USA going this hidden 3. Of course, Germany did win this against South Korea, but their score was only 1.3 million, and the best score in the lobby was only 425K. So it's not as though that was a match of titans on this type of map. Germany still sitting on what I have to assume is going to be a DT3 last pick, regardless of what happens here. But this is the United States saying this is where we're staking our claim. This is the line that you have to cross if you want to take us to a bracket reset. And I think this is a great pick for them in this situation. Now let's just like sprinkle this in here. What if Germany wins this? I mean, it's going to be pretty insane if they win this. Everything points towards the US taking this pick. It's their strongest support. I think even against something like a no mod 6, this is Итак, друзья, очень важная карта, что для одной, что для другой команды. И важнее все-таки он для сборной США, потому что это их пик, и нужно свой пик забирать. Кровь бизнеса. И турнирный клиент не выдержал няшности этой карты и просто поддался.
этим лолем на багажке и не может никак у нас турнирный клиент справиться со шкалой няшности. Все, справился, у нас турнирный клиент, тут карта Перед, миссит в начале. Такие-то, Фэнсила, Тутами. Пока еще держит. Ну, это игроки сборной США, у Германии, Акинама, Криллер и Вайткэт и Умбра, которые тоже миссают, Криллер миссает. Potentially a repeat of last year here again. You know, you mentioned the United States right at match point. Germany was able to take that last pick away from the United States to drag it to tiebreaker. This year, they are going to have to fight through the United States picks first and then potentially go to their pick to either win the match or to bring it to tiebreaker. But they've had a strong run thus far. They had a lead earlier in the match. Fancy Lad's gonna be finding a big break for the US. So is Utami. And that's gonna favor Germany very heavily. And there goes Fire into Okinawa, but Whitecap breaks as well. Германия, серия миссов у нас. Чуть ли не комбо-ресет происходит на карте, но нет, все-таки там Фэнсилет держит 200 комбы. И карта обоим командам дается очень тяжело. And the United States gonna have the tiniest of leads, just a small combo advantage. Так, стрим-секта Фэнсилет пронизывает ее. Утами 300 комбы, Такита 200, Перед 200. В то время как у Германии Вайткэт миссает, у Германии Утами миссает, Умбра миссает. Акинама, Криллер пока что держит, но у сборной Америки есть Перед и Такита. Криллер миссает. Как же тяжело. Половина карты приходит. И преимущество в 70-80 тысяч пока что за сборной США. Но там, конечно, Перед на третья. Такие-то Перед пока что держит. Допа. У Германии Акинама. Вайткэт уже камбэкнулся. 300 комбо имеет. Саппортит он Акинама. Перед миссает. Такита 600 комбо миссает Криллер. Фэнсилет миссает. Такита продолжает держать. Акинама, Вайткэт пока что справляются и дают бой Америке. Утами миссает. Очень важно миссать Утами. Остается миссать Такита. У нас с комбо Акинама Вайткэт Умбра миссают. Комбо-ресет у нас у Германии происходит. Но Такита. Missed all 4 members, unable to keep the combo. Как же Такита отыгрывает эту карту? Это просто не человек, и все. Год-мод закончился у Такита, но этого год-мода хватило, чтобы оторваться от сборной Германии по общему скору. 200 тысяч преимущества за сборной США. Такито просто какой-то невероятный геймплей нам демонстрирует. The international tournaments, he continues to push on for the United States, being the only player above 500,000 score right now. And Takito will be the one to bring the United States to match point here. Germany now неплохо так посолил он. Do or die time. It is 6-5 in favor of the United States. And Germany, unlike last year, had to win on the United States' pick to drag to TB. They've got a little bit more of a comfortable position on their own pick here. But this Друзья, is 800 the time right here. зрителей, жесть. Давайте с вами добьем 600 лайков. Заранее спасибо. Do what he does that we've known him to be able to do for so long on the biggest stage. It just fills my heart with joy. Takito is such a beast, and that was such a beast having through that финальный пик. That 1-4 section. Ну, Германия берет третий даблтайм. Ну, они могут взять и первый хидл, в принципе, но я что-то больше все равно в сторону третьего даблтайма смотрю. Но опасно брать Германии третий даблтайм, потому что в Штатах есть Эрисин, он же АК Гейз, АК один из лучших жимеров в мире. Но второй хардок, кстати, еще имеется, как вариант. No, not really, not into the US. Free mode 1, sure. Ну, блин, и первый фримод, кстати, тоже неплохо смотрит. Не знаю, вот честно. It's gotta be, right? Опасно пикать все-таки третий даблтайм. The small circle size, we saw how good Germany looked on precision last week. That 6.76. Не знаю, я все-таки думаю, что это либо третий даблтайм, либо первый фримод, maybe. Прям сложно, знаете, определенно сказать, что пикнут. Спасибо, друзья, большое за 600 лайков. Спасибо огромное. No matter what happens here, they've guaranteed a tiebreaker. So they've got, you know, that kind of that comfort level in their back pocket of knowing that they probably have a good tiebreaker roster.
And Алвачер применяет такое решение, он берет тайм-аут, чтобы обдумать, какую карту все-таки пикать, потому что очень сложно. Сейчас эта карта может решить многое. Либо у нас Германия и США будут играть тайбрейк. И если Германия у нас выигрывает, то будет еще одна карта. Ну, еще одна карта не в смысле одна карта, еще один матч у нас будет с вами. Полный еще один матч. Best of 13 у нас еще один будет, если у нас Германия выиграет. Две карты. Это тайбрейк и пик, который вот они обдумывают. Но если США сейчас выигрывает, то США становится чемпионом мира по ОСу. Друзья, я, конечно же, не могу вас не поблагодарить за то, что 800 человек смотрят мою трансляцию. Спасибо вам огромное. Я не знаю, у меня слов больше нет, я в офиге просто. Спасибо, ребят. Не знаю, как вы меня терпите, пацаны, но не знаю, честно, для меня это загадка. Серьезно, еще один фулл матч, да? Если Германия выиграет, будет еще один фулл матч. Да, я вижу там BTMC move. Да. Так, ради финала можно просто зайти на OSU Live. Ну да, даблтайм 3 все-таки у нас берет Германия, несмотря на то, что в Штатах есть США. Так если вы хотите посмотреть финал, вы можете посмотреть на Твиче. То есть зачем меня смотреть? Лол. Вы смотрите просто какую-то подпивасную трансляцию, идите нормальную трансляцию, посмотрите, чела. Twitch OSU Live. Есть нормальные русские комментаторы на Рукасте. Можете там тоже посмотреть. And you have not played a single map this match, and the one map that your team calls you in for is the opposing team's pick on match point to win the World Cup for the year. How do you cope with the nerves that exist within quite literally, I assume, everyone in the world who would be put in that situation? Likewise, apparently with KHZ, Итак, who will друзья, be experiencing the exact финальная same карта. Выходит этот монстр. Этот монстр, этот американский монстр режима в виде Эрисина, Такита Утами и Фэнсилат у нас за сборную Америки. И Германия, Райсинг, КХЗ, Дасти, Сакинама. On one side, you have the player trying to close things out for the United States' 4th straight World Cup. And on the other, you have the player put on the team trying to come in and send it to another Grand Finals tiebreaker. The pressure could not be any higher, but you got to think that if anybody is going to have ice in their veins, it may be these two players. Итак, друзья, стартует у нас, возможно, финальная карта, но нет, в принципе, единственное, что я вас уверяю, они боялись просто того, что не потянут Эрисина, не потянут Утами и Такита, и Фэнсилада, потому что они тоже эту хорошо как-то могут сыграть. Но надо верить в себя, и поверили в себя у нас немцы, пикнули, они все-таки этот третий даблтайм, и посмотрим, как они себя на нем проявят. Надеюсь, с положительной точки зрения, потому что хочется бенгер, хочется еще раз услышать этот РПГ-сонг. Итак, друзья, стартует у нас последняя карта из пиков. Утами мисает в самом начале. Райсинг, КХЗ, Дастис держит. На самом деле хорошая, приятная карта для КХЗ, потому что с BPM меньше у КХЗ проблемы все-таки существуют в Аккурасе. Но вот на этой карте он себя уверенно чувствует, 98 Аккурасе немножко дропает. Но ничего, Дастис миссует, важный миссу Дастис, Акинама, Райсинг, КХЗ держит. Но у США Эрисин, 99,8 у Эрисина. Фэнсилад, Такита проблемы с Аккурасе, 92
find a break аккуратнее. as well. We're only a quarter of the way into the map. Какая There's nothing миссия? too crazy so far. Неужели However, это with these комбо- breaks from Germany, комбо it's going to гейм? start to get Эрисон rather мешает dangerous here. прямо в ровном Arson, the месте, one to что find a break. происходит? That's unexpected, though. Is it or not, though? I mean, we talked about Ай-яй-яй-яй-яй! Arison, the little aim mishaps, his accuracy Вот уж is от кого incredible, точно я мисса не impeccable ожидал. even, but the aim is what Но he это, друзья, suffers on, турнир. and that is what we just Райсик saw. миссает. If there goes И Rising, no все, Rising. вырывается у нас сборная Германии вперед. Эрисон еще один мисс, Италия миссает, Фэнси Лайт Кида держит. Окинава миссает. Райсик миссает, без ФК у нас остается. Ой-ой-ой-ой-ой, посыпались немцы немножко. Фэнси Лайт и Кида продолжают ФКшить. Сборная США вырывается вперед по общему скору далеко. Фэнси Лайт и половина карты прошла. И сейчас только чудо сборную Германии спасает в этой ситуации. КХЗ камбэкнул уже по комбе, 500 комбо он имеет. Дастис 200 комбо, Райсинг 200 комбо, КХЗ на ровном месте миссает. Нервы, друзья, как же КХЗ трясет Райсинг, КХЗ миссает, Фэнси Лайт какие-то. Продолжать держать, это очень важные миссы были. И все. Такие-то, Фэнси Лайт продолжает играть, Фэнси Лайт миссает, такие-то. Такие-то остается с комбой. Эрисон, ну там уже камбэкнул, по 500 комбо имеют. Эрисон миссает. Дастис 500 комбо, Акинама 300, Акинама миссает. Не справляется у нас сборная Германии. И, скорее всего, да, это уже какие-то миссии, но неважно. They see the scoreboard every couple of seconds. Utami with the combo. You see the jitters on the cursor. He does find a break, but it's just Dust Dice to remain here. It's a 600,000 score gap, but Dust Dice would have to be FC the map to drag the rest of that back. Arson finds a break. Utami finds a break. Takedo finds a break. Everyone on the United States is dropping. It's only rising. И, друзья, поздравляем сборную США! С этим ОВЦ не смогли у нас немцы переиграть Америку в очередной раз. Почти повторилось у нас 92 аккураси, 1000 комбы. Покчамп. Не, великолепная игра в любом случае от сборной США. Молодцы, они камбэкнули в этой серии, потому что, казалось бы, сейчас проиграют, и поздравляем мы Соединенные Штаты Америки с очередной победой на ОВЦ, но в этом году была борьба, и было очень приятно смотреть на этот гранд-финал, несмотря на то, что мы с вами не увидели тайбрейк, но игра по-своему была прекрасной. Спасибо. Спасибо огромное всем тем зрителям, кто, не отрываясь от мониторов, меня смотрел. Спасибо вам огромное. 800 зрителей, не так плохо. Возможно, последний ОВЦ для вас комментчу, возможно и нет. Посмотрим, поживем, увидим. Так что спасибо, что провели этот год со мной. Для вас я комментил этот месяц. Надеюсь, вам было приятно. Вы хорошо провели время. Спасибо огромное за лайки, которые вы поставили. И спасибо, конечно же, тем людям, которые за этот месяц меня поддержали платной подпиской. Спасибо большое. Ну и, конечно же, те, кто хочет еще поддержать, вам все понравилось, можете по ссылке в описании оформить платную подписку. А вам, друзья, я... Тем, кто вот уходит спать, я еще, может, минут 10 посижу, попищу с вами. Ну а тем, кто уходит спать, спокойной ночи. Завтра тяжелый день, завтра понедельник, поэтому всего вам, естественно, самого наилучшего, приятных снов. Ну, да, немного, конечно, грустно, что Германия не смогла немного дожать, когда вот они вот серию свою из победных карт взяли. Но все равно, по мне, игра была хорошая. Это все равно, понимаете, такие финалы гораздо приятнее смотреть, чем, знаете, условно вот финал 2019 года, где просто США катком по всем проехалась. Или это было... Да, это в 2019 было, да. Сладких снов, друзья, сладких. Только вернулся с работы, попал на закрывающую речь. Ну вот так вот, да, не повезло немного. 1727 голосов, верил у нас в чат, то, что
выиграют у нас Германия. И, скорее всего, да, у нас будет тайбрейк, друзья. Зря-то я с вами прощался. Так что, парни, давайте посмотрим тайбрейк. Тайбрейк офигительный, тайбрейк крутой. Понимаю, ничего он уже решать не будет, но все равно, друзья, давайте посмотрим на эту мочилову. Представим, что счет у нас равный. Так что давайте оторвемся в последний раз на этом ОВЦ, дамы и господа. Респект, тайбрейк у нас от команд. But regardless of what happens, I think his nation's team future's looking up in OWC. This German team, you know, they made those changes to the roster that we talked about and came in and put up another great performance. And, you know, I don't 300 человек на трансляции осталось после 800. Но все спать пошли, уже время позднее, на самом деле. Люди ночью смотрят. You know, when you're almost any other country in the world, like the United States, have just established themselves as the final boss of the OSU World Cup. И давайте, друзья, оторвемся с вами. Тайбрейк по-настоящему крутой. Последний раз для вас комментирую в этом году. Погнали. Играть у нас будет этот тайбрейк. Эрио, Фэнсилет, Текита, Утами уже чемпионы этого ОВЦ против Германии. Не менее прекрасных парней. Кривер, Вайткэт, который в этом гранд-финале просто показывал нам скилл. Дастис, старое поколение, старая школа ОСУ. И, конечно же, лучший в жизни рекидом плеер Акинама. Ну, один из лучших, скажем так. Так, и идет у нас пока что интро, и сейчас пойдут у нас Space стримосики. И что по ситуации, пока Германия отстает по общему скорому, если тут Ами, Эрию, Текита держат пока что у нас комбо. И Текита, кстати, с Кида не играют. Так, и пошли у нас стримосы. Вайткэт 500 комбы. Миссы Утами, Эрию, Текита пока что держат. Утами очередной мисс. Не попадает в эти стримосы у нас Утами. И немножко впереди у нас сборная Германия по общему скору. Дастис 400 комбы, Акинама 400 комбо. Вайткэт 660 комбы. Так, и пошел у нас первый KI. Эрию, Текита пока что до сих пор держит. Но в сборной Германии есть Дастис, есть Вайткэт. 800 комбо от Вайткэта, Дастис 680 комбо. Акинами миссует, и сейчас по общему скору у нас будет вырываться вперед сборная США, но этого пока что не происходит. Из того, что аккураси у Утами слишком маленькая, 92 аккураси. Не попал он вообще в начальные стримы. When we saw this map, I was thinking like this is such a taquito map. You know, I talked about it yesterday while I was talking to some friends about. Сборная Германии пока что впереди. Великолепная аккурси у нас от Вайткэта. 99,6 тысяч комбы. Но в сборной США там Эрию, Текита продолжают держать и вырывается у нас, что логично, по общему скору США вперед. Ох, Эрию попал в этот тику слайдера. Текита миссует. И Вайткэт у нас тоже не выдерживает. Без комбы у нас сборная Германии. В то время как Эрию 1300 комбо. Imagine we get the tiebreaker performance that I think people wanted to see. We talked about Ariu not quite as much during the match, but it looks like during tiebreaker he would have had a pretty good time. Лоу BPM стримы с бёстами под конец. Так, Утами уже камбэкнулся после своей неудачной серии миссов в начале. 800 комбы он имеет, но по аккураси все равно камбэка нет. Эрию дропает. Акинама миссает. Вайткэт 400 комбы. Утами миссает очередной, Киллер миссает. Дастис, Вайткэт. Good spirits, you know, guys. Despite the loss from Germany, you know, coming in to play the tiebreaker out for fun. Дастис, Вайткэт пока что держит, не могут оказать помощь у нас. Киллер и Акинама, но все впереди, еще могут нахалдить они. А что у Америки? У Америки Фэнсилет, 600 комбы, Утами миссает на ровном месте. Текита 380 комбо. tournaments. These are
are friends and kindred spirits and competitors, and they are all here to have a good time, to perform to the best of their abilities, to be perfectly honest, give each other a hard time because they find it fun, and I think the whole atmosphere of these players is absolutely awesome. Continue going through having a good time with this. I don't think there's any hard feelings every year between them. They'll continue, they'll move on for the next tournament and play together on the same team or something. Дастис продолжают держать. Фэнси Лэд. С Такита аналогичная ситуация происходит. Удами миссает. Эрио миссает. Фэнси Лэд, Такита. Пока что на них игра держится, и держится преимущество сборной США. Миссает у нас все-таки Дастис, миссает Акинама. Вейткэт уже камбэкнул. 1100 комбо от Вейткэта. Но в сборной США есть Фэнси Лэд. 210 BPM стримосы. Пошла финальная часть карты. Фэнси Лэд, 1200 комбо. Такита 900. Но Вейткэт борется. Дастис миссает. Эрио миссает. You know, gonna be putting in some great performances, you know, once here and in the future, man. Fancy Lab 1300 combo, by the way. Ай-яй, Вейткэт все-таки дропает, и не остается у нас шансов для сборной Германии. Man, these are better scores than the teams got yesterday, I believe. Преимущество. На самом деле, вам кажется, что оно не огромное, но для карты длиной в 6 минут это огромнейшее преимущество. Whitecat's accuracy is impressing the hell out of me right now. Больше, чем 250 тысяч. He's trying his best. Whitecat миссает в очередной раз. Фэнси Лэд, 1600 комбы. Look at that. I mean, we might as well just run through. This is final key eye of the tiebreaker. If you can't get hype at this, then regardless of the match being over. This song is insane. Like this song is such a cool way to cap things off because it was just, you know, вот вы говорили, нету Ваксея, нету Ваксея в составе, вот Ваксей. Он просто под другим никнеймом. Really amazing to see once again, you know, an awesome Grand Finals tiebreaker song. Ремиссит после этих слов у нас Фэнси Лэд. Even if we didn't get to see it played in this one, of course, was played yesterday. И на респект тайбрейке у нас с преимуществом в 200 тысяч поинтов побеждает сборная Америки. You know, it feels a little bit inevitable, I guess, at the end of the day. Everybody beats everybody, and the United States takes first place. That's kind of just the OWC script, but they've earned it, and they deserved it. And they, once again, back to back, 4 years in a row, 6 out of the last 7. Что ж, поздравляем, друзья, еще раз сборную Америки с тем, что она в очередной раз стала чемпионом. Доказывает у нас Америка, что она и только она по достоинству с разными составами у нас сборная Америка побеждает эти ОВЦ, и просто невероятный перформанс, до сих пор недостижимый. Ну как, достижимый на самом деле, но вот не дотянулась у нас сегодня Германия немножко, не дотянулась, не получилось, не фартануло, знаете, как говорится. Но все равно, это на самом деле, знаете, тоже своего рода тяжело Америке постоянно поддерживать статус, типа сильнейших. Сильнейшим тоже, ребят, тяжело. У кота в чате написали, что у него лагало на первом фримоде. Так первый фримод не был пикнут. Первый фримод, эта карта не пикалась сегодня. Да. Я думаю, друзья, буду заканчивать. Спасибо еще раз огромное всем за этот ОВЦ. Вам было очень приятно комментить. С вами работал ваш, так сказать, несменяемый слуга на этом канале Шуви, Окей, Егорка. Так что всего вам, друзья, хорошего, спокойной вам ночи и всего самого наилучшего. Поздравляем еще раз сборную Америки. Южная Корея у нас занимает 3-е место, и сборная Германии почетное 2-е место. 2-й год подряд. Всем всего хорошего. Taking that 3rd place despite having to fight through almost the entirety of the losers bracket. That's not even the first time. They had to do the same thing in 2019, I believe, but they did it again. So